Сила с нами! Этот странный эксперимент произошел ровно 50 лет назад. В 1973 году 6 красивых одиноких женщин и 4 молодых мужчин посадили на большой плот и отправили пересекать Атлантический океан из Африки в Южную Америку. Нет законов, полиции и государства. Зато есть замкнутое пространство и ежедневные опасности. Красивые одинокие женщины на судне посреди океана и голодные мужики. Что может быть опаснее? За 100 дней плавания эта гремучая смесь неизбежно должна привести к конфликтам и насилию. Во всяком случае, по замыслу ученых, которые это придумали, в конце все должны быть либо мертвыми, либо беременными. Кто же тот маньяк, который задумал этот эксперимент? Этого мексиканского антрополога звали Сантьяго Тарасага. Человек очень непростой судьбы. В детстве он был вынужден бежать от гражданской войны в Испании, переместился в Мексику, его родители попали в лагеря, а сам он однажды попал на борт самолета, который угнали террористы. Может быть, это является причиной его интереса, его навязчивого интереса к природе человеческого насилия. Это именно та тема, которую он изучал, и его вдохновляли свежие опыты на обезьянах. Там, где самцы обезьян, заключенные в замкнутое пространство, дрались друг с другом за овулирующих самок. Ну, то есть самки обезьян, когда у них были месячные, так вот, самцы за них дрались. И ученые сделали вывод, что большая часть насилия среди приматов вызвана борьбой самцов за овулирующих самок. Подумал Сантьяго Тарасага, какая интересная теория. А что, если мы воссоздадим похожие условия для того, чтобы проверить эту мерзкую теорию на людях? Сейчас вам может показаться, что это неэтично. И я думаю, что в наше время подобный эксперимент вообще был бы невозможен по этическим соображениям. Даже если бы вы взяли для эксперимента собачек, то обязательно прибежал бы какой-нибудь Гринпис и Грета Тунберг для того, чтобы побороться за их ущемленные права. Но тогда, 50 лет назад, мир был совершенно не тем, чем сейчас. Прошло всего лишь четверть века после самой большой, самой кровавой войны человечества, в которой было уничтожены десятки миллионов людей. К слову, мы сейчас себе не даем в этом отчета, но современная наша жизнь во многом определилась Второй мировой войной. Все, что нас окружает, те устройства, через которые вы сейчас меня смотрите, ваши сотовые телефоны, то, что вы слушаете, интернет, ракеты, самолеты, машины, весь каскад тех технологий, которые организуют нашу ежедневную жизнь, все это было создано либо непосредственно во время войны, либо после Второй мировой войны, когда образовался новый мировой порядок и конфликт двух страшных блоков, которые были вынуждены делать не то, что выгодно для общества, а то, что их защитит от противника. И так как в США использовалась модель конкуренции, а в СССР использовалась модель командно-административная, по итогу в Америке образовалось огромное количество прикольных технологий, которые можно было использовать в бытовой жизни, на гражданке. Почему? Потому что в Советском Союзе это работало так. Нужна какая-то ракета, нужен какой-то самолет, собираются люди, говорят, сделайте вот эту ракету, сделайте самолет. Кому сказали, те делают. А в США для того, чтобы достигнуть успеха по какому-то направлению, привлекались различные подрядчики, чаще всего гражданские. Но это примерно то же самое, как сейчас с космической программой в США. То есть там, когда нужна была ракета, привлекли Илона Маска, привлекли Боинг, привлекли несколько частных компаний, которые сражались между собой за контракт. То есть шло определенное соревнование, в рамках которых они были вынуждены, в рамках соревнования был прогресс. То же самое происходило после Второй мировой войны в США,
Для того, чтобы победить Советский Союз, нужны были ракеты, нужна была радиоэлектроника, нужны были процессоры, нужны были новые серьезные технологии, за которые бы никто не стал платить. Они не приносили никакого возврата. Нельзя было их нигде туда воткнуть, чтобы на этом заработать. Но государство было вынуждено платить за развитие этих технологий, потому что это был элемент выживания. То есть, если мы не будем это делать, то наши конкуренты это сделают и нас уничтожат. А так как это была конкуренция и в программах участвовали частные компании, они получили патенты на те либо иные ключевые технологии, и потом эти патенты они могли использовать уже на гражданке для развития всех тех вещей, которые сейчас нас окружают. Это различные телефоны, компьютеры, сети, самолеты, машины и так далее. Ведь даже интернет изначально это чисто военная технология, то есть это была военная сеть, но постепенно она стала гражданской, потому что те, кто ее разрабатывали, имели право использовать эти технологии не только в военной сфере, но и в гражданской сфере. Им это было выгодно, и таким образом вот эта борьба блоков послевоенная привела к той жизни, к тому миру, который нас сейчас окружает. То есть мы наследники Второй мировой войны во всех смыслах, и прежде всего в технологическом смысле. Но технологии – это только одна часть. Вторая часть – это психология. Тогда, 50 лет назад, отношение к насилию было совершенно не таким, как сейчас. Принципиально иным. Людей интересовала эта тема. Людям хотелось разобраться, почему хорошие, приятные немцы, которые в Первую мировую войну вели себя порядочно, во Вторую мировую войну вели себя как полные ублюдки. То есть уничтожали там десятки миллионов людей, по национальному, по расовому признаку, ну типа мы хорошие ребята, вы плохие ребята, поэтому мы вас всех поубиваем. Как такое вообще могло произойти в голове у людей, которые еще там за 20 лет до того были вполне приличными людьми? Тема эта была интересна. Она стала еще более интересна в 1961 году, когда еврейский Моссад, спецслужбы, выкрали из Аргентины Адольфа Эйхмана. Сейчас эту историю мало кто знает, но тогда это было очень шумно. Весь мир обсуждал, как нацистского чиновника судили в Израиле и в конце концов убили. В этой истории все было прекрасно. И то, как его выкрали спецоперацией, и то, как его судили. Адольф Эйхман – это мужчина, который в Третьем Рейхе занимался депортацией евреев и окончательным решением еврейского вопроса. Вы, возможно, не знаете, что такое окончательное решение еврейского вопроса в Третьем Рейхе, но это газовые камеры. То есть этот парень убивал евреев просто в промышленных масштабах, десятками миллионов. И после того, как немцы проиграли войну, большая часть элит немецких, нацистов, они сбежали в Латинскую Америку, в частности в Аргентину, и там прятались. Почему? Потому что между Аргентиной и Третьим Рейхом были особые экономические условия. Немцы очень интенсивно вкладывали в экономику Аргентины. И элиты в Аргентине были во многом сформированы нацистами, и они влияли на государственную политику Аргентины. Поэтому, когда война завершилась, многие высокопоставленные немцы сбежали в Аргентину, и ничего нельзя было с ними сделать легально. То есть вы не могли обратиться, допустим, в Аргентину и сказать, что смотрите, вот тот вот чувак, нацистский преступник, вот, пожалуйста, доказательства, выдайте нам его, пожалуйста, этого человека. А Аргентина бы сказала, мы суверенное независимое государство, это гражданин Аргентины, ничего не знаем, пошли нахер. То есть это так не работало. И немцы прекрасно про это знали, и поэтому все сбежали в Аргентину. И даже сейчас, насколько я слышал, есть городишки в Аргентине, где эдакие, знаете, белые аргентинцы чаще говорят на немецком, чем на испанском. Это вот наследники вот тех нацистских бонз, которые после войны сбежали в Латинскую Америку. В общем, так как этот Адольф Эйхман, он был парнем таким примечательным, очень много пролил еврейской крови, кто-то его узнал. Это тоже было не очень легко, потому что они же все под другими именами и фамилиями. Но кто-то его узнал, информация дошла до Моссада, и они его похитили в нарушение всех законов Аргентины. Только в 2004 году мы узнали, что это действительно был еврейский Моссад, потому что до 2004 года официальный Израиль говорил, что это не я и хата не моя, мы вообще к этому никакого отношения не имеем. Ну, похитили, это не мы. Ну, какие-то там патриоты, какие-то еврейские патриоты вот нашли этого Эйхмана и похитили. Почему они так говорили?
Потому что это был дипломатический скандал. Аргентина говорит: слушайте, это вообще повод для войны. Вы нашего гражданина без согласования на территории нашего государства украли и еще там что-то с ним творите. Это прям вообще очень серьезный косяк, ребят. Поэтому Израиль говорит: а это не мы. Государство Израиль в этом вообще не участвует. Это вот какие-то патриоты, понимаете, вот притянули чувака, а уж тут в Израиле, ну мы же не можем его не судить, он же преступник нацистский. Для того, чтобы его секретно вывести из Аргентины, Моссад симулировали аварию с одним из своих пилотов, принесли соответствующие справки, и этого Эйхмана обкололи транквилизаторами и через аэропорт протянули к своему самолету. А когда аргентинцы, таможенники спрашивали, а что он такой, молчит и какой-то с полузакрытыми глазами, они говорят: так это ж наш вот пилот, вы же видите, вот смотрите, вот у нас справка есть, что он попал в аварию, но его можно транспортировать. Это просто наш человек, вот он попал в аварию, и поэтому он не может говорить. А это был не еврей, это был нацист, который был обколот транквилизаторами. В общем, этого Эйхмана перевезли в Израиль, и в 1961 году его судили. И это привлекло внимание всего человечества. Это было очень интересно, потому что, когда ему рассказывали на суде, какие страшные и ужасные вещи он совершал, его линия защиты была следующая. Он говорит: ребят, я вообще добрый, мирный парень. Мне вообще насилие не нравится ни в каком виде, и вообще к евреям я нормально относился. Ну, просто работа такая, понимаете? Работа такая, хозяин сказал, я сделал. Я ж не могу ослушаться. Мне вот говорят, я делаю. А сам я вообще человек хороший. И евреи, вот я смотрю, вообще вы, ребята, хорошие. Ничего личного, просто работа такая. Евреи его выслушали и повесили. Да, в 1962 году этого чувака повесили. И это тоже интересная история, потому что, чтобы его убить, Израилю пришлось нарушить свои собственные законы. У них с 1964 года действует мораторий на смертную казнь. А Адольфа Эйхмана привезли в 1961 году, с 1954 у них мораторий на смертную казнь, а Адольфа Эйхмана привезли к ним в 1961 году. И вот получается такая вот неудобная ситуевина. Вроде бы как бы убивать его нельзя по нашим законам, но как бы очень хочется. А когда очень хочется, то можно нарушить законы. В общем, 1962 год. Адольфа Эйхмана повесили, и это была последняя смертная казнь в Израиле. То есть после этого в Израиле не убили ни одного человека по приговору суда, просто потому что нет такой опции. Эти события всколыхнули всю общественность и особенно научную его часть. Ученые во всем мире, психологи заинтересовались природой насилия. Как это так происходит, что порядочные ребята в каких-то обстоятельствах превращаются в полных моральных уродов. И было проведено множество очень щекотливых экспериментов, из которых вы, скорее всего, слышали про два. Первый эксперимент – это Стэнли Милграм, эксперимент с авторитетом, а второй эксперимент – это Филипп Зимбарда, Стэнфордский тюремный эксперимент. Эксперимент Стэнли Милграма заключался в том, что авторитет говорил одним хорошим людям бить током и издеваться над другими хорошими людьми, ради науки. То есть те люди, которых били током и которые кричали и визжали: помогите, не надо, не мучите нас, это были актеры. Но те люди, которые нажимали на кнопку и били их током, они про это не знали. И вот стоит человек в белом халате, ученый, авторитет, и он говорит: мы просто изучаем тут какую-то вещь. Вот то, что они кричат, вы не обращайте внимания. Они всегда кричат. Вы просто на кнопочку жмите, а там человек орет, мне больно, остановитесь, что вы делаете? Слишком большой. Там ток постепенно повышался. И оказалось, что большая часть хороших людей, когда есть авторитет, который говорит: это нужно для науки, это все для исследований, беру ответственность на себя, слушайте меня внимательно, да нажмите вы просто на эту кнопку. Они брали и нажимали. То есть хорошие люди издевались и мучили других хороших людей, когда им это говорили делать. Ого, вот так эксперимент. А через 10 лет, в 1971 году, Филипп Зимбарда провел знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. Суть в том, что по объявлению собрали хороших ребят. Собрали хороших парней и говорят им: парни, мы сейчас будем играть в замечательную игру под названием «Тюрьма». Понарошку. Тюрьма не по-настоящему. И вот их случайным образом, по жребию, рандомным образом разделили на две группы. В первой группе были
заключенные, а второй группе были тюремщики, которые должны были психологически давить и издеваться над первой группой. Так вот, второй группе тюремщиков настолько это понравилось, настолько они быстро вошли в роль, что эксперимент через несколько дней пришлось прекратить. То есть эксперимент прекратился досрочно, потому что люди превращались в сволочей существенно быстрее, чем ожидали ученые. Ну а Стэнфордский тюремный, потому что все это дело происходило в подвале Стэнфордского университета. Вот эти вот два эксперимента, один с авторитетом, а другой Стэнфордский тюремный, они всколыхнули научное сообщество, и все ученые, включая такого мелкого, как Сантьяго Тарасага, они хотели повторить нечто такое для того, чтобы словить такой же успешный успех, как их коллеги. И вот Сантьяго решил придумать нечто похожее, только еще круче. Он придумал такое, что появится в мире только там через 50 лет в реалити-шоу. То есть подобрать персонажей мужского и женского пола, посадить их в замкнутое пространство и стимулировать возникновение каких-то конфликтных, стрессовых ситуаций, которые должны привести к насилию. Ну что может быть интереснее? Это именно такой принцип, по которому сейчас строится реалити-шоу. Так вот, старина Сантьяго опередил всех современных продюсеров реалити-шоу на 50 лет. Понимая, что если он пойдет искать деньги и участников, и шоу будет называться «Мертвые беременные», то навряд ли он найдет денег и навряд ли он найдет желающих участвовать в таком шоу. Сантьяго Тарасага назвал свой проект «Мир во всем мире». Ну, типа, мертвые беременные, это пугает, а мир во всем мире это как бы стимулирует. Хотя суть дела не меняет, потому что мы будем стимулировать насилие, мы будем все приводить к конфликту, но это все ради мира. Знаете, такая Оруэлловщина, типа война за мир, секс за девственность. Ну и вот, мы тут будем применять насилие, стимулировать насилие для того, чтобы потом насилия в мире не было. Мы будем таким образом изучать насилие. В общем, это была такая официальная байка. Он нашел деньги для того, чтобы построить плот Акали. Акали это с древнеацтекского переводится как «дом на воде». Это тоже интересная история, то есть одни чуваки приплыли на чужую землю, вырезали на чужой земле всех местных, а потом еще используют их язык в каких-то своих проектах за мир. Но мы не будем так далеко отходить. Короче, он нашел деньги, подал объявление и начал искать участников для проекта. Сантьяго понимал, что желающих найдется много, но ему нужно создать такие условия, чтобы в его этом реалити-шоу обязательно возникли конфликты. И он придумал 5 вещей, как сделать конфликт неизбежным. То есть ему нужно было насилие. Он сделал все возможное, чтобы это насилие произошло. Что это за 5 вещей? Первая вещь – это состояние плавучего средства. Он позаботился о том, чтобы этот плот еле плавал, чтобы на нем физически было очень опасно. И опасность – это стресс. А стресс к чему приводит? А стрессовая реакция – это либо беги, либо нападай. А куда ты убежишь с плота посреди Атлантического океана? Значит, нападай, значит, насилие. Второй момент. Он позаботился о том, чтобы отсутствовала любая приватность на плоту. То есть все просматривалось со всех сторон, включая туалет. Туалет даже был открыт. То есть вы идете расслабиться, а все на это смотрят. А если вы не можете расслабиться, то что происходит? Вы напрягаетесь. А если вы напрягаетесь, это стресс. У стресса какая реакция? То есть это должно приводить к каким-то конфликтам. И даже если бы люди занимались сексом, а он именно хотел, чтобы люди занимались сексом, потому что он подбирал соответствующих молодых красивых ребят, то остальные будут это наблюдать, остальные будут это знать. То есть нет никакой приватности. Стрессовая ситуация должна стимулировать конфликты. Это вторая вещь. Третья вещь. Сантьяго набирал участников из разных стран с разными языками. Потому что если люди с одной страны, то они чаще договорятся и станут друзьями, чем если они из разных стран, из разных социальных групп. Так вот, он стремился создать конфликты даже по этому направлению, набирая всех с разных стран с разными языками. Четвертый момент. Он набрал красивых, одиноких женщин для того, чтобы это стимулировало конфликт. Почему одиноких? Ну, потому что большая часть нашего мира – это
моногамные отношения. То есть, если вы видите женщину в паре, вы ее будете меньше добиваться, чем если вы видите женщину свободную без пар. Это так работает в нашем социуме. Я не говорю, что всегда, но чаще всего. Именно поэтому мы не живем в гаремах, мы живем в парах, в которых есть мужчина и женщина. Это такая самая популярная ситуация. Так вот, чтобы не было так, потому что если будут пары, то тогда это будет снижать количество конфликтов, ведь она уже в паре, она занята. Он специально брал одиноких без пар, чтобы за них боролись и были конфликты. Более того, он набирал красивых. Почему? Ну, потому что за бабушек никто не захочет умирать. Все захотят драться за красивых, овулирующих женщин. Именно таких он и подбирал, чтобы было больше конфликта. Ну и, наконец, пятая вещь. Ученый набрал для эксперимента женщин-альф. В любом обществе выстраивается иерархия. В иерархии есть очень много смысла, про который мы сейчас не будем говорить. Может быть, если вы хотите, дайте знать, я как-нибудь сниму целый сюжет. Иерархия – это же моя любимая тема. Так вот, есть иерархия. Выше всех стоят лидеры. Назовем их альфы. И если альф много, то альфы между собой будут бороться за лидерство. Это приведет к конфликтам. То есть, если альфа одна, то тогда конфликта никакого не будет, иерархия выстроится. Но если вы наберете всех доминирующих, всех альф, то будет конфликтная ситуация. Так вот, он набирал женщин, скажем так, очень успешных, с лидерскими качествами. Ну, в частности, он взял в качестве капитана корабля женщину Марию, это шведка, и она на тот момент была чуть ли не единственным сертифицированным капитаном в мире, капитаном-женщиной. И Сантьяго понимал, что женщина на корабле – это в принципе конфликт, а если эта женщина еще капитан, то это вообще. А если этих женщин еще таких всех, таких деловых, будет очень много на корабле, больше, чем мужчин, и они будут еще занимать более важные позиции в социальной иерархии, то это должно создавать конфликты, особенно у мужчин по отношению к женщинам. И то есть вот эти вот 5 пунктов он собрал для того, чтобы была гремучая смесь, которая так либо иначе по какому-то направлению, неизбежно должна привести к конфликтам и насилию. Утром 12 мая 1973 года плот Акали отплыл от Канарских островов в сторону Южной Америки. Канарские острова технически это Испания, но так как они находятся вдоль западного побережья Африки, можно сказать, что плот отплыл из Африки в сторону Южной Америки. Огромное расстояние, которое команда должна была преодолеть на очень хлипком суденышке. Первые несколько недель все шло спокойно. Сантьяго каждый день анкетировал всех участников. Он использовал такую, знаете, закрытую приватную анкету, где всем им задавал вопросы типа «Кого вы больше всего ненавидите из команды?» Или «С кем бы вы хотели заняться сексом из команды?» Или «Если бы вы могли убить кого-либо из команды, то кто бы это был?» И это все больше и больше раздражало людей. По-видимому, Сантьяго таким способом хотел зародить какие-то определенные мысли участников команды и стимулировать их на какое-то неадекватное, на какую-то активность социальную. И он, нужно сказать, что добился определенных результатов. То есть команда действительно начала больше взаимодействовать друг с другом. Они начали больше заниматься сексом. То есть люди постепенно начали с друг другом заниматься сексом. И это было совсем не то, что хотел Сантьяго, ведь ему нужны были конфликты. А более того, по мере того, как он их доставал вот этими вот солеными вопросами, все больше и больше участников команды начали отвечать на вопрос, кто вас больше всего раздражает, что больше всего их раздражает сам Сантьяго. Это, конечно, все было совершенно не так, как он ожидал. И Сантьяго начал анализировать, а почему все так мирно и спокойно, а как я могу повысить градус напряжения в этой микросоциальной группе. И он обратил внимание, что большую часть времени участники загорали либо читали книги. Потому что делать нечего, это неполноценное судно, там нету винта, нету двигателя, там парус, руль и вперед, в общем-то. Все лежат, читают. И он для того, чтобы поднять градус напряжения, запретил читать книги, думая о том, что у людей появится больше свободного времени, и им придется больше социально взаимодействовать, и это приведет к чему-то.
И он оказался прав. Люди действительно стали больше, скажем так, социально взаимодействовать. Люди начали больше заниматься сексом. Более того, они начали меняться партнерами. Но все это происходило мирно, душевно, по-домашнему. То есть не происходило никаких конфликтов. И что с этим делать, было вообще непонятно. Тогда Сантьяго попробовал сделать искусственные конфликты, когда он подходил к мужчинам и говорил там: «Эй, ты кукол, типа там твоя женщина, с которой ты вчера был, она сегодня занималась любовью типа там с другим мужиком. Ты понимаешь, что вообще происходит?» Но это не сработало, конфликт не возникал, потому что все остальные участники команды смеялись, а та женщина, которая спала то с одним, то с другим, она говорила: какая любовь? Это вообще никакая любовь. Это по дружбе все. Просто мы находимся так далеко от цивилизации, нам скучно, много свободного времени, нечем заняться. Поэтому ты чисто по-дружески, типа никакой любви нету, соответственно, нет никакой почвы для конфликта. Как нет почвы для конфликта? Бесился Сантьяго. Он попробовал еще подлить больше масла в огонь. Он начал ходить по плоту и публично зачитывать приватные данные из индивидуальных анкет. Типа ходит и говорит: смотри, чувак, вот с тобой там хотели заниматься сексом те-то и те-то. Или там: смотри, чувак, вот тебя ненавидят те-то и те-то. Вот они могут тебе создать какие-то проблемы. То есть он изо всех сил пытался создать конфликт, а конфликт так и не возникал. И вот в какой-то один прекрасный день на этом плоту ломается подводный руль. Это не проблема, потому что в команде есть сертифицированный подводник. Есть женщина Сервантес, которая сертифицированный аквалангист, и у нее есть свое профессиональное под нее настроенное оборудование. Но наш ученый уже запаян к этому времени, и Сантьяго кричит, что типа: куда ты лезешь, иди вари борщ. И не женское это дело рули ремонтировать. Дай сюда вот это оборудование, я сам все сделаю. Напяливает на себя чужое женское оборудование и погружается. И у него ничего не получается. Более того, он чуть ли не утонул, потому что это оборудование было настроено под другого человека, более того, под женщину. То есть там ему было в нем некомфортно, он чуть ли не захлебнулся, ничего не отремонтировал, поднялся наверх, злой пошел спать. А ночью Сервантес, женщина-аквалангист, надела свое оборудование, погрузилась и отремонтировала руль, потому что она в этом специалист. Короче, когда Сантьяго утром проснулся, он был предельно злым, ходил, бегал, кричал. И еще больше масла в огонь подлило то, что он услышал по радио. По радио пришла информация о том, как мировые СМИ и газеты называют его экспедицию. Оказалось, что никто не называет это как мир во всем мире. Это называли как секс-плот. Вот какой-то есть мексиканец, который набрал молодых людей и устроил им там какую-то секс-вечеринку на секс-плоту, да еще и бесплатно. Еще и университет за это заплатил деньги. И, конечно, это ученого просто очень сильно разозлило, потому что он хотел признания, хотел известности, как у его коллег, а на самом деле с него все смеялись, и он прекрасно понимал, что университету это не понравится. И в этот прекрасный момент приходит информация о том, что плот, а это уже вторая половина экспедиции, уже большую часть времени они проплыли, и вот приходит информация о том, что навстречу плоту двигается огромный ураган. То есть, значит, скоро будет шторм, а этот плот, он совершенно не приспособлен для каких-либо штормов. Совершенно, от слова совсем. И капитан Мария говорит: ребят, мы сейчас заходим в близлежащий порт, в близлежащем острове для того, чтобы пережить этот ужасный шторм. Но Сантьяго не хочет, чтобы они заходили в порт, потому что его логика какая? Он думает: шторм, ураган – это крайне опасная стрессовая ситуация. А стрессовая ситуация ведет к стрессовым реакциям, и, возможно, какие-то конфликты, что-то может произойти, нечто, что будет интересно. И мне нужно сгенерировать что-то такое, какой-то такой контент, чтобы получить побольше лайков и подписок. И вот он говорит: нет, иди, все, ты теперь не капитан. Я плачу за эту экспедицию, я ее организовал, поэтому я теперь говорю: ты не капитан, теперь я капитан. То есть он уже побыл водолазом, ему не понравилось, он теперь хочет поднять себя до капитана. Говорит: все, я теперь капитан, пошли вон все с палубы, я буду. И поворачивает плот
прямо по центру в этот ураган. Вот прямо по центру в этот ураган. То есть, чем больше негатива, тем больше лайков и подписок. Ну, логика примерно такая. Вот, типа, говно на вентилятор все любят. И, значит, он плывет. И происходит чудо чудесное, как говорил классик. То есть, получается, что они заходят в этот ураган, но в этот момент ураган меняет свое направление и уходит в другую сторону. То есть там чуть-чуть поломало некоторые элементы конструкции плота, он весь намок, но ничего страшного не случилось, все живые, судном все более-менее в порядке, но с головами участников не все в порядке. То есть Сантьяго хотел, чтобы добиться какого-то неадекватного поведения участников экспедиции для того, чтобы стимулировать их на определенное насилие. И вот в этот момент он достиг желаемого. То, что он хотел, в общем-то, то произошло. Это, знаете, как это, было бы счастье, но несчастье помогло. Короче, команда, понимая, что они находятся рядом с психом, они начинают серьезно обсуждать вопрос, как его убить. Понимаешь, что чувак захватил власть на корабле, говорит, теперь мы плывем туда, все, типа, я тут главный. Каким-то чудом он их всех не угробил, потому что этот ураган случайно поменял направление. Но он уже и дальше заинтересован в каких-то таких печальных ситуациях. И они начинают, вся команда против него объединилась, такой, знаете, мятеж на корабле, как в старые добрые времена. И они обсуждают, как его убить. То есть они потом рассказывают, уже когда все это закончилось, они серьезно обсуждали, как его убить, и было 3 варианта, как это сделать. Первый вариант – тупо взять его, выкинуть за борт, чтобы чувак утонул. Второй вариант – обколоть его, чтобы был передоз там, медицинскими препаратами. Ну, типа там болел, типа перекололи, но вот передоз, извините. Третий вариант – они даже обсуждали все вместе накинуться на него, как в свое время когда-то предатели накинулись на Цезаря и убить. Они всерьез обсуждают, как от него избавиться, и неизвестно, чем бы все это закончилось. Ну вот произошло событие, то есть произошло несчастье. Несчастье им помогло. В один прекрасный день, когда Сантьяго был капитаном, прямо по курсу навстречу двигалось большое судно, большой какой-то сухогруз. Это огромный корабль, который как многоэтажное здание. То есть люди, которые на этом корабле, они чаще всего не видят там какие-то лодочки, какие-то плоты. И если вовремя не убраться у него с пути, либо если это большое судно само не уберется с пути, то оно может проехаться по любой лодке, плоту, и его разрушить, ничего там не останется. И вот это судно приближается навстречу, и оно не видит участников, оно не видит плот. И Сантьяго растерялся, он не знал, что делать, он как мальчик бегал, кричал, истерил по плоту, потому что он думал, что мы сейчас все умрем. В этот момент бывшая капитан Мария, она сохранила хладнокровие, она спокойно начала раздавать указания, кому что делать, как сигнализировать. То есть одного человека она отправила махать флажками, другого там давать звуковой сигнал, а третий пошел за ракетницей. В общем, они правильно просигнализировали, и корабль объехал их. То есть все решилось, все стало нормально. И капитан Мария снова стала законным капитаном. То есть этого Сантьяго больше никто всерьез не воспринимал. Он забился где-то там в углу и до конца экспедиции симулировал какую-то болезнь. То есть ему было стыдно, ему было неудобно, ему не хотелось ни с кем взаимодействовать. Эксперимент пошел совершенно не так, как он ожидал. То есть он ожидал, что будут какие-то проблемы, которые людей разъединят, они будут конфликтовать. А получилось, что он был самой главной проблемой, но в результате люди не разъединились, а объединились. Мне этот эксперимент очень нравится, потому что он возвращает мою веру в человечество. Он показывает, что в любой социальной группе есть какие-то дегенераты, которые могут стимулировать какое-то негативное поведение, могут стимулировать какие-то вещи, которые невыгодны большинству. Но большинство всегда более разумно, более адекватно и может это понять и исправить ситуацию. То есть в моем мире это опыт, который подтверждает, что добро побеждает зло, поэтому он мне нравится. А если рассматривать с научной точки зрения, с точки зрения психологии, почему у Сантьяго не получился его эксперимент?
Почему в конце не было мертвых и беременных, а наоборот все очень сдружились, сблизились. Они вот эти вот последние недели, когда Мария была капитаном и когда этот чувак там забился в углу где-то, это были самые счастливые недели в их жизни, они максимально сблизились, им было прикольно, они это потом рассказывали как такой особенный этап в их жизни, который им очень сильно понравился. Почему у Сантьяго не получилось то, что он задумал? Есть несколько ключевых ошибок, на мой взгляд. Многие из этих вещей были известны тогда, часть из этих вещей стала известна позже. Первое. Он считал, что стрессовая ситуация разъединит людей. А сейчас мы знаем точно, что стрессовая ситуация и преодоление – это то, что формирует дружбу у людей. То есть для того, чтобы вы сблизились с человеком, с ним не нужно вместе находиться, долго его знать много лет. Для того, чтобы сблизиться с человеком, нужно совместно преодолеть какое-то испытание. И Сантьяго в лице самого себя любимого создал такое испытание для команды. То есть он создавал проблему, которую все остальные участники преодолевали, и в процессе преодоления этой общей проблемы они неизбежно сблизились и стали друзьями. То есть противоположный эффект, не тот, который он ожидал. Второй момент – это овуляции. То есть он смотрел на обезьян, и обезьян действительно они там друг друга грызли за этих овулирующих самок, но у людей это работает не так, как у обезьян, потому что люди в основном моногамные существа, и, видимо, очень давно, потому что овуляция у женщин, она как бы скрыта. То есть про овуляцию у женщин, у людей знает только ее постоянный сексуальный партнер, а все остальные самцы вокруг, как правило, не знают, в отличие от обезьян. Это отличие. У обезьян конфликт возникал, потому что они видели, вот сладенький пирожок, сейчас самое время, и они начинали за него конфликтовать. А у людей эта информация скрыта. И, видимо, она скрыта очень давно, потому что это прописалось в нашем ДНК. То есть это момент женской овуляции, это не то, что очень легко можно понять и заметить со стороны. Поэтому этот момент ни в кассу он не сработал. Наконец, третий момент. Он рассматривал ситуацию, что женщина на корабле создаст конфликты. Потому что так было испокон веков. Много есть морских пословиц о том, что там женщина на корабле быть беде. Это действительно так, но все те ситуации, которые имелись в виду, они шли о том, что большая мужская команда и одна женщина, либо несколько женщин, это действительно создает конфликт, потому что есть определенный дефицит. А Сантьяго сделал противоположную вещь. Он сделал профицит. То есть большая часть команды это были женщины, а меньшая часть были мужчины. То есть какой же это дефицит? Это профицит, то есть был избыток женщин, а не его недостаток. Поэтому того конфликта, который происходил там в старые времена, когда там одна женщина среди мужчин, такого конфликта не произошло, потому что женщин было много, там мужчин было меньше, чем женщин. И в совокупности все эти вещи не сработали. Ну и кроме того, вот эти вот опыты, Стэнфордский тюремный эксперимент и Стэнли Милграм, сейчас приходит все больше информации, что эти опыты нельзя повторить, во-первых. А во-вторых, тогда, когда их делали, там, 50 лет назад, оказалось, что ученые немножко манипулировали данными для того, чтобы получилось, ну, такой, знаете, контентик, чтобы получился более жареным, чтобы более таким злым, откровенным. Ну, например, оказалось, что многие люди отказывались бить током других хороших людей. Когда им говорил авторитет, бейте, это ради науки, там были люди, которые ему говорили, да пошел ты нахер, типа, человеку больно, я не буду это делать. Но ученый специально про эти ситуации не рассказывал, потому что тогда опыт был бы не таким интересным. То есть ученые тоже такие же приматы, как мы с вами, и им тоже интересны там высокие статусы, признания, ради этого они готовы искажать информацию. В общем, в совокупности все это и привело к тому результату, который я вам рассказал. То есть опыт не получился. Надеюсь, я вам вернул веру в человечество. Не все так погано, как могло бы быть. В следующем сюжете давайте выберем. Мы можем поговорить, как, естественно, поднять уровень тестостерона, либо можно поговорить про ненатуральный уровень тестостерона. То есть первый сюжет, как естественно, натурально поднять свой уровень тестостерона, а второй сюжет я могу сделать о том, почему и когда бодибилдеры начали использовать анаболические стероиды, в основе которых лежит искусственный тестостерон. Какой сюжет вам больше нравится? Дайте мне знать, пожалуйста, я жду. Также хочу вам напомнить, что у меня есть мой телеграм-канал, где я выкладываю текстовые версии статей, и там есть две бесплатные программы. Одна для тела Full Body 90, другая для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок и подойдут тем, кто хочет начать, но не знает как. Но у меня на сегодня все.
Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.